Друзья, привет! Мы снимаем следующий выпуск. Опустились в метро, в подземный мир, потому что на улице идет дождь. И решили записать выпуск тут. Посмотрим, сколько здесь зарабатывают. Здрасте, можно взять интервью коротенькое? Здрасте, можно взять интервью коротенькое? Здравствуйте, можно взять интервью у вас? Не, спасибо, нам нет. Здравствуйте, можно взять интервью? Нет людей, никто не хочет давать интервью. Здрасте, можно взять коротенькое интервью? Опрос. Здрасте, можно взять интервью коротенькое? Пожалуйста, кто-нибудь дайте интервью. Все, никто не дал нам интервью, спасибо, что смотрели. Здравствуйте, как зовут? Таисия. Сколько зарабатываете? Я общественник. Это что значит? Бесплатная работа. Откуда одежда, вот там все, айфоны? Ну, то есть вы вообще не зарабатываете? Или у вас парень просто есть? Нет. Ну, во-первых, конечно, парень, родители. И еще я занимаюсь своим хобби. Я делаю натальные карты, раскладываю на таро. И вся вот эта вот эзотерическая... Очень популярная тема. Да, сейчас это вообще мейнстрим, на самом деле. Хотя начала заниматься еще до того, как это стало очень популярно. И только сейчас начала как-то Инстаграм развивать. И, в принципе, девочки тянутся как-то. И... То есть вы не зарабатываете вообще ничего? Нет. Ну, по сути, как на своем хобби. Сколько лет? 19. А на хобби вообще не зарабатываете? Почему? На хобби я зарабатываю. Сколько? Ну... 30 выходит в месяц? Побольше бывает даже. Каждый месяц? Да. Слушайте, кайф. Где находите клиент? Я просто учусь в МГИМО, и это очень сильно распространилось. Да, как сарафанное радио, все девочки знают, что за денежку можно обратиться. Да. Ну, типа того. Кайф. Как научились этому всему? Мама научила. Мама научила? Да, у меня мама, да. Таролог или там? Таро я научилась сама, просто как-то, не знаю, сама потянулась. А вот в плане астрологии мама постоянно что-нибудь рассказывала, и вот как-то к этому сама пришла, в принципе. Блин, очень Дальше круто. начала расширять эти знания. Ага, круто. Давайте топ-3 качества успешных людей, как вы считаете? Трудолюбие, что еще? Дисциплина. Дисциплина, я думаю, да, трудолюбие и, в принципе, хороший тайм-менеджмент. Но это тоже к дисциплине, в принципе, относится, хорошее расписание. Ага, как вообще найти себя, как вы считаете? Ой, мне всего 19 лет, какой вот найти себя? Я вот себя, по-вашему, нашла? Не, ну может астрология помогает в этом. На самом деле, да, вот, условно говоря, я немного сомневалась в плане того, правильно ли я пошла на правильное направление, потому что я выбрала политику. И, вау, классно. Да, и в принципе на моей натальной карте я вычислила то, что политика неплохое направление, да. Для вас, да? Классно. Какие мужчины нравятся вообще? Качества, какие вам нравятся мужчины? Когда человек может брать на себя ответственность и сделать что-то за меня, я думаю. Когда человек хозяйственный, когда он не отрицает того... Полы может помыть? Ну, когда он может помочь по дому, да, это странно, может быть, это когда банально, я не знаю, но это реально важно. Потому что, например, я не могу, там, условно говоря, учиться, работать и все подряд это делать. Пусть сам убирается. Пусть сам убирается, да, пусть сам пылесосит. Я посуду мыть не люблю, у меня маникюр новый, вы чё? Ну, конечно. Вот. И... Мужчины для чего родились? Убираться, безусловно. Безусловно, убираться. В общем-то, да, я не знаю. Главное, чтобы чувство юмора еще было хорошее, иначе я с скуки помру. Сколько мужчин должен зарабатывать минимально? Чтобы мне было комфортно. А тебе было комфортно? Ну да. Ага. Сколько это комфортно, чтобы тебе было? Я не знаю, я очень люблю путешествовать, я бы хотела как можно больше путешествовать. Ну сколько нужно денег для путешествия, как считаешь? Ну пусть загадаем, чтобы он зарабатывал от 3 миллионов в месяц. 3 миллионов? Да. Охренеть, ну тут Мечтать вообще... можно по-крупному. Дальше же посмотрим. Но в политике, я думаю, можно из бюджета так немножко забирать. Нет, такое я не поддерживаю. Ну, уважительно к этому отношусь, потому что надеюсь, что такие мне люди как раз нужны. нравится. Да. Спасибо, все. Здравствуйте, как зовут? Анна. Сколько зарабатываете? Сложный вопрос, пытаюсь посчитать. Ну, плюс-минус, больше 50. Больше. Больше 80? В районе 200, наверное. 200? Классно. А чем занимаетесь? Я педагог. Классно. А обучаетесь чему? Письму. Письму? Да, Русскому языку как бы или как? Все вместе я каллиграф, который занимается еще нейроподходом, то есть с мозгом, и физкультурой, потому что это двигательный навык, и русским языком, потому что это влияет. То есть такая комплексная штуковина. Ага, то есть вы работаете с детьми и обучаете их комплексно, как красиво писать. Если у них есть проблемы с письмом, то все ко мне. А если они ненавидят письмо, то все ко мне 2 раза. Серьезно? Реально помогает? То Да, есть они да. начинают любить русский язык или как? Они начинают понимать, что письмо это для них, и как это использовать, а не как
постоянно терпеть какой-то вот напор сверху, ты должен учиться, все это такое. Поэтому я со сложными ребятами, с особенностями. Как к этому пришли вообще? Путь был длинный, и, честно говоря, не знаю даже, как меня так вывело, но сейчас ощущение, что прям нашла свое, потому что я изначально художник, потом дизайнер-график, то есть я делала вывески для всяких разных мест, потом я стала каллиграфом, потому что мне нравилось заниматься именно буквами в процессе, а потом меня однажды позвали к детям, я сказала, нет. Потом пришла, и оказалось, что это очень круто. Понравилось? Да. Круто. А что посоветуете ребятам, которые хотят увеличить свой доход, не знают, как это сделать? Как Я считаете? всегда верила в то, что если ты классный спец, тебе нужно просто оставаться там и делать то, что ты делаешь лучше всех. И тогда ты будешь зарабатывать столько, сколько ты заслуживаешь. Потому что у меня никогда не было проблемы озвучить свою цену, ну, может быть, немножко. То есть это просто как бы время, когда одна аудитория уходит, приходит другая. Вот, то есть делайте то, что у вас невероятно прет, и тогда у вас не будет никакой остановки. То есть вас просто будет нести. Вот, я думаю, что это секрет. Топ-3 качества успешных людей. Упорство. И никогда не воспринимать то, что у вас что-то не получилось, как финиш. Никогда. То есть нужно просто, окей, мы сделаем по-другому. И третье, эмпатия. То есть нужно понимать, что нужно другим людям, почему они к вам пришли. Многие приходят ко мне за тем, чтобы научиться писать буквы, а я говорю, не в этом проблема. То есть нам нужно просто услышать ребенка, и все будет здорово. То есть если вы помогаете другому человеку, а не просто выполняете свою работу, то, черт побери, это здорово. Классно. Сколько вот остается вообще денег? Вот вы зарабатываете 200, сколько после всех растрат остается у вас? Вы откладываете? Я не оставляю, потому что я все вливаю в бизнес, то есть бизнес. в развитие, то есть в курсы, в съемки, в обучение. Просто адовое количество А денег. на черный день там типа какой-нибудь, знаете, заболели там На месяцок? черный день, ну, на всякий немножко, случай лучше. немножко, совсем немного. А какие мужчины нравятся? Какие-нибудь качества? Я в человеке очень ценю амбициозность, упорство и, возможно, сочувствие. Это вот самое, мне кажется. Доброта имеете в виду какую-то? Человечность, да, вот такая. Чего не хватает современным мужчинам? Может быть, искренность. Может, искренность, да? Наверное, Интересно, искренность. хорошо. Спасибо вам большое. Всё. Здравствуйте, как зовут? Марина. Сколько зарабатываете? 100 тысяч рублей в месяц. Чем занимаетесь? Ведическая астрология. Серьезно? Да. Да. Прикольно. А это что такое? Расскажите. Ведическая астрология – это система самопознания, которая существует более 5000 лет. Ага, и как- которая позволяет человеку заглянуть через расчеты, через Циферки, энергии, цифры, да, дату рождения. То есть, дата рождения, время рождения, место рождения потребуется для расчета. То есть через карту, скриншот времени вашего рождения, то есть как стояли планеты, можно считать по энергиям, что вы за человек, как вам важно реализоваться я в жизни, знаю, да. построить отношения и узнать все про себя. То есть даже тот момент, который сейчас вы проживаете в жизни. Сейчас, кстати, коридор затмений очень классный период, чтобы изменить свою жизнь. на 5 Серьезно? лет. Да, он будет А до сколько он конца длится? октября. Да? Он Классно. длится с 14 октября Меняем свою жизнь. по 28 октября. Да. А да. что нужно делать, чтобы изменить свою жизнь? А что нужно Не делать? сидеть на жопе ровно? Сидеть только если вы медитируете и погружаетесь внутрь себя. Ага. Остальное все время Нужно работать. активничать, давать интервью, проявляться в мир, говорить о себе, нести пользу людям через себя. Вот вы являетесь подарком в мир, я являюсь Да. подарком в мир, девушка является подарком в мир, и вы можете дать что-то полезное. Хорошо. И вот сейчас классный момент, чтобы делать это. Но какие-то очень важные решения спонтанные лучше не принимать, потому что влияние Солнца и Луны может давать немножко такие импульсивные эмоциональные решения, Хорошо. которые могут быть ошибочными. А где вы находите клиентов? Где я нахожу клиентов? Инстаграм-площадка, запрещенная на территории РФ, Телеграм. И самое мощное – это сарафанное радио. Мои клиенты вот как-то сами притягиваются ко мне. Я могу сидеть в ресторане, Круто. и со мной знакомится человек, и он потом мой клиент. Ага. Ему нравится моя энергетика. Посоветуйте ребятам, которые начинают свой путь, зарабатывают мало, хотят увеличить свой доход, не знают, как это сделать. Вот что посоветовали? Большого Ходить на нетворкинге, это оффлайн, да, то есть живое общение, чтобы люди сразу видели вас, потому что через интернет многие боятся. Не боятся участвовать в каких-то марафонах, коллаборации с другими экспертами, не боятся давать какую-то безоплатную информацию, пользу в соцсетях, любые соцсети, даже Яндекс.Дзен, кто-то, я знаю, специалисты даже через Авито продвигают себя, то есть разные площадки, быть активными, не бояться, если страшно, просто жать кнопку и писать о своих услугах везде. Топ-3 качества успешных людей. Видеть возможности брать ее, всегда смотреть внутрь себя и принимать решения только из состояния спокойствия внутри себя,
И третье – это коммуникация. Навык коммуникации, быть открытым, доброжелательным и видеть в другом человеке его высший потенциал. Это залог. Какой должен быть мужчина, чтобы быть с вами? Он Качества какие? никому ничего не должен. Начнем с этого. Ну, чтобы соответствовал, Я бы как бы. хотела, чтобы мужчина, который будет со мной в парности, обладал такими навыками или качествами, да, личности, как доброта, это очень важно, честность, ну, что-то типа как трудолюбие, то есть человек, который может трудиться на благо себя, потому что отношения – это работа, это труд, проявленность жизни – это тоже труд. Везде мы трудимся. То есть, чтобы прийти к какому-то состоянию, мы тоже трудимся. То есть, вот это топ-3, которые для меня очень важны. Все остальное можно настроить, можно договориться обо всем. А во сколько заработали свои первые 100 тысяч? Сколько лет? Сейчас я скажу. Давно? 2 года назад. 2 года назад. Да, А что помогло выйти? Это минимальный потолок, кстати. Сейчас я зарабатываю больше. Что помогло? Да. Ну, я работала в найме, а именно на моем любимом деле, да, то есть в найме у меня тоже был доход в районе 100 тысяч, но когда я ушла в свою деятельность, изначально доход был 30 тысяч. И что мне помогло? Я думаю, что есть технические моменты, но внутреннее вот мое ощущение, я просто больше открылась людям. Я больше полюбила людей, соответственно, и признала свою ценность, и, соответственно, я повысила чек, и больше людей стали приходить ко мне. Потому что, когда мы любим людей, люди чувствуют это, и мы можем любому человеку дать пользу. А если люди чувствуют себя некомфортно, они никогда не придут к вам. Ваша услуга будет стоить 100 рублей, 100 тысяч рублей, 20 миллионов рублей. Они не придут, если они не чувствуют вот этой искренней любви, безусловно, просто потому что они есть. По вопросам спасибо большое. Все, до свидания. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Александр. Сколько зарабатываете? Чистыми? 100. 100. 100. А на чем? Чем занимаетесь? Я занимаюсь кофе. Кофе? Работаю в крупной обжарочной компании, одной из крупнейших в России. Какая? Поэте. Ага. Не Бывшая знал. Паулик, финская А, компания. да, вау, классно. Да. Я там работаю недавно, но в любом случае я работаю уже больше 5 лет в Ага. кофе-индустрии. А чем вы занимаетесь там? Аудитор. А что это Вот значит? я сейчас как раз работаю. Я проверяю, контролирую качество кофейных напитков. Сейчас качество улучшилось по сравнению, чем 10 лет назад. Кофе лучше стало или хуже? Смотрите, на самом деле гораздо лучше, да, вот по сравнению с тем, что было 10, 15, 20 лет назад, сейчас идет вот новая волна, и вкус гораздо лучше, чем раньше. Кофе вредно для здоровья? Нет, он имеет больше полезных свойств, нежели... Каждый день вредных. пьете? Да. Серьезно? Иногда страдаю от гипертонии, но пью, да. Как считаете, нужно делать перерыв, иногда не пить его? Потому что это же стимулятор, и нужно, мне кажется, иногда В принципе, да, но это отдыхать нужно организму от стимулятора. субъективно, нужно следить за своим состоянием, за здоровьем, как у тебя все работает, и отталкиваться от этого. Да, иногда, разумеется, можно делать. На матч перерывы. перейти. А хотя матч, наверное, тоже... Тоже кофеиновая. Тоже, да, кофеиновая? Тоже есть кофеин, А, конечно, нифига чай, себе. кофе, А шоколад. в чае тоже много кофеина? Смотря в каком, ну, например, зеленый, он имеет больше кофеина, нежели черный чай. Ну, в целом, да. А как вообще пришли к этой деятельности? Да я был студентом, учился на Тимирязевском медицинском колледже. Ну и искал подработку на 3-м курсе. Нет, не так. У меня была книжка «Все о кофе», мне кто-то подарил, и все, с этой книги все началось. Думаю, пойду попробую. И попробовал, и так остался. Посоветуйте ребятам, которые мало зарабатывают, хотят увеличить свой доход, не знают, как это сделать, чтобы вы им посоветовали? Ну слушайте, на самом деле я сейчас как раз этим занимаюсь. Увеличением и тоже дохода своего? увеличиваю доход. Есть понятие, да, основной доход, если это наемный сотрудник, а есть пассивный доход. Ага. Я считаю, что нужно несколько удочек закидывать. Конечно, 100%, да. Во всяком случае, если это наемный, и у тебя нет какой-то коммерческой жилки, то, например, я занимаюсь кофе, и я все знаю о кофе, и могу научить любого варить и в разных условиях. Я что сделал? Я скачал профи.ру для профи, зарегистрировался там и просто делюсь опытом. Кто-то откликается, и я там, приезжаю. Каким опытом? Как про кофе разобраться? То есть кто-то Сейчас- хочет открыть кофейню. Да, чаще всего это открытие кофеин происходит. А давайте с вами откроем кофейню. Мы можем обменяться контактами, на самом деле, попробовать что-нибудь. да, Как бы я достаточно известный блогер, и можно Да, без что-то проблем, придумать. Я с удовольствием помогу. Кайф. Давайте как-то зарезюмируем это, что как увеличить доход. Не нужно зацикливаться на основной работе, нужно искать пассивный доход.
в частности, это на том, что ты умеешь и монетизировать свои таланты, свои умения. Кайф, В общем, круто. наверное, это так. Да. Дайте топ-3 качества успешных людей. Самодисциплина, Ага. желание достичь чего-то большого. И знаете, еще вот третье качество, это пусть будет мечта. Если ты ее нашел, тебе круто повезло. Да, Ты да, с этим будешь работать всю жизнь, и ты знаешь, да, как говорил поэт, найди свою страсть и умри от нее. Круто. Какие вам девушки нравятся? Можете какие-то важные качества назвать? Прежде всего, это интеллектуальная красота, Ага. потому что... Интеллект. Да, безусловно. Ну, красота внешне, разумеется. Ага. То есть, ну, опять же, субъективно, кому кто, какие девушки Ну да. нравятся. Ну, взаимопонимание тут должно быть, да. Если вы не на одной волне, и у вас не один вектор, боюсь, что далеко не уедете. А что не хватает современным девушкам? Как считаешь? Современным девушкам не хватает индивидуальности, наверное. Потому что все под Копируют. какой-то стандарт, да, идут. Инстасамку, накачать губы. Это я вообще боюсь вот про эту историю говорить, но, наверное, да. Особенно подрастающее поколение. Я не слежу особо, но мне сейчас 27, но я уже как будто где-то в серединке, да. Вот, а так не хватает индивидуальности и ума. Круто. Все, спасибо тебе огромное. Знаете, почему я не ко всем подхожу? Потому что очень много ходит именно таких людей. У них энергетика такая немножко злая, такая вот напряженная. Я не люблю таких людей. Ну, то есть интервью, оно тяжелое идет. И я не люблю этот осадок после интервью это чувствовать. Поэтому я стараюсь к легким людям подходить, у которых какая-то добрая энергетика. Здравствуйте, как зовут? Лиза, Сколько лет? 19. 19 лет? Да. А чем занимаетесь? Учусь на ландшафтного архитектора и подрабатываю моделью. Серьезно? Да. Сколько зарабатываете? Ой, ну когда как. Ну, в среднем сколько моделей зарабатывают? Ну, допустим, Именно. вчера 15 тысяч за 6 часов. За 6 часов. Что снимали? Каталожку? Нет, онлайн съемка макияжа была, но не этого. Ага. А сейчас для чего накрасились? Тоже ходила на мейк. А, бесплатно? Вам не платили? Не, платят. А, платили. Мне всегда Сколько заработали платят. сегодня? Я как раз таки бьюти-модель. Ага. Сегодня 6 тысяч за 3 часа. Сколько в месяц выходит? Больше 100? Когда как? В среднем 70. Как вообще стать моделью? Расскажите. Вот. Просто сходить один раз очень удачно к девушке, она расскажет о вас, покажет ваши фотографии и все. Какой девушке, я не понял? К любой, просто к любому визажисту. К любому визажисту, фотографу. Сначала Вы про ходите это? бесплатно, да, Ага. а потом само это превращается А может, модельное агентство лучше прийти? Нет, я наслышана об очень негативных историях о моделях. Типа, когда обучают Не мой платно. формат, да, обучают платно, отправляют по невыгодным условиям. Вообще не мое. Вы за границу не планируете поехать работать? Нет, если бы я хотела съездить за границу, то лучше в качестве туриста. В какой-нибудь Италии. А как вообще искать модельную работу? Меня модельная работа находит сама. Но либо вы можете искать людей, чьи проекты вам интересны, и работать с ними. Предлагать свое сотрудничество, возможно, на ТФП условиях, а потом уже вас заметят, обязательно заметят, и все пойдет само. Какие парни нравятся? Топ-3 качества. Целеустремленные, с юмором, ну и симпатичные. Симпатичные. А чего не хватает современным мужчинам? Романтичности. Романтичности? Да, романтичности не хватает. То есть раньше, вы считаете, было больше романтики в отношениях? Конечно, сочиняли стихи, писали Ага. песни ради А девушек. сейчас не знаю. дарят Такого там сейчас не айфоны. было. Да, сейчас дарят айфон, да, блин. Скучно. С Москвы сами вообще? Нет, с Красноярского края, с Лесосибирска, это очень маленький город. Сюда население приехали 600 тысяч. учиться? Да, я вообще из Питера сюда приехала так тоже на пару дней поработать. А, вы в Питере работаете Да, и да, учитесь? да. Классно, спасибо, все. Вот, ребят, я вангую, нас скоро позовут на НТВ снимать интервьюшки. Я вангую. Я думаю, мы настолько это делаем качественно и талантливо, что я очень надеюсь, что нас позовут куда-нибудь, в какой-нибудь телеканал, и меня как интервьюером, и я с собой заберу оператора, и мы будем работать на самых крутых площадках. Здравствуйте, как зовут? Здрасте, Полина. Сколько зарабатываете? 100-150, а так. Чем занимаетесь? На удаленке работаю, с рекламой связано. Пиар-менеджер или Нет, как? там реклама просто... Мало кто об этом знает, но реклама автосалонов, тачек, все дела. Как? Автосалонов, машин. Ага. То есть вы учились на рекламщика или нет? А как вы так-то По устроились? знакомству. По знакомству просто? Но я работала раньше в сфере автомобилей, продавали их, и вот
познакомилась с ребятами, меня устроили. Классно. До этого чем занимались? Ресторанная сфера, хостес, ресторан там, Ну, сейчас больше зарабатываете, чем раньше. ну, больше, да, но хотелось бы еще больше, конечно. То есть 150 маловато. 150 мало, да. За сколько квартира? Сколько квартира? Квартира очень мало, я даю, 20 тысяч. 20 тысяч А я не комнатка? здесь живу просто. А, за МКАДом? За МКАДом, да, Некрасовка, там чуть подальше живу. И на работу ездите сюда. А, вы там Удалёнка, сидите? Да, да, удаленка, да. да. Но я занимаюсь еще ручной работой, поэтому А что это значит? делаю всякие платья из подручных материалов. Ага. То там цепи, всякие там прикольно. меха, все. Сколько выходит на этом? Наверное, 30-40 вот так. Ну, Ага. не больше точно. Кредиты есть? Да, у меня есть кредит. Один? Ну, кредитка у меня просто пустая. и А. всё. Это сложно вообще сделать, чтобы у тебя она не опустела. Хотя у тебя деньги есть, но ты все равно тратишь. Ну ладно, Какие мужчины нравятся вам? добрые. Добрые? Да. Что-то еще? Целеустремленные, но это чтобы было на первом месте. То есть не негативные, веселые, интересно, чтобы с ним пообщаться было о чем. Я сама общительная, по-моему, не видно. Да. Поэтому я с молчаливыми особо не могу так общаться. Понял. Все, спасибо вам большое. Как зовут вас? Александр. Чем занимаетесь? Учусь в магистратуре МГУ. Работаю На кого учитесь? на юриста Классно. А работаете кем? в Государственной Думе. Кем? Юристом, профильное образование. Уже работаете. Уже работаю. Классно. А образование-то для чего уже? Доучиваться? Совершенствую образование, это же магистратура. У меня уже А. есть высшее, но Ага. это другой уровень. А что он это даст вообще? По Навыки. итогу. Навыки. А, то есть там реально дают знания? Да, реально дают знания. Я люблю учиться. Ага, классно. А сколько зарплата у вас? Интересно очень. Ну, плюс 100, больше зарплата 100. небольшая. Нет, меньше. Меньше 100. Меньше 100? Юрист зарабатывает? Ну, начинающий юрист, да. А, вы начинающий. Я юрист. начинающий юрист, да. Сколько лет работаете уже? Или Ну, первый год. первый год? Первый год. А какой потолок, вот, до какие можно, какой суммы дорасти юрист может? Ну, если он начинает частную практику, то потолка нет. Это большие деньги, миллионы долларов, если частная практика. То есть если работать с депутатами, там какие-то серьезные дела. Ну, в госслужбе определенная градация существует. Доходы в открытом доступе, конечно, таких доходов нет. Окей, а как считаете, куда лучше пойти учиться, если на юриста идти? Вот самые топовые университеты. В МГУ МГУ самые топовые. Для А меня- высшая школа экономики там нету? я больше считаю, что МГУ. Ну, высшая школа, она тоже хороша, но, наверное, в других направлениях. Политология, но юриспруденция – это МГУ прежде всего. Советуйте ребятам, которые начинают свой путь, зарабатывают мало, хотят увеличить свой доход, не знают, как это сделать. Что бы вы посоветовали им? Учиться, верить в себя, совершенствовать свои навыки. А как считаете, какие самые ближайшие 15 лет самые прибыльные направления, перспективные? Ну, наверное, IT-сфера, а можно совместить право и IT. То есть юриспруденция и искусственный интеллект, они будут идти вместе. Ну Правовое да, да. регулирование искусственного интеллекта. Какие-то еще, кроме IT? Ну, так или иначе, экономика. Ну, экономисты. Экономика, реклама, маркетинг. Все, что нужно для бизнеса, все, что нужно для услуг. Круто. Как считаете, чего не хватает современным женщинам? Качеств каких? Кажется, всего хватает. Всего хватает? Все идеально. Разные, Женщины. Все люди разные. Да. Чего не хватает у одной, будет у другой хватать. Согласен, абсолютно. А какие женщины нравятся? Какие качества нравятся женщинам? Ну, такие, как у моей девушки. А какие качества у ней? Ну, самые лучшие качества. Круто. Ну ладно, все, да, спасибо большое. Здравствуйте, как зовут? Добрый вечер, Инна. Сколько зарабатываете? 500 тысяч примерно. 500 чистым в месяц. Чем занимаетесь? Салон цветов. Свой? Да. Один? Да. Классно. Вы как владелец, получается, сами открыли его и работаете там или... Семейное дело нет. Семейное дело. Это как понять? Мама, сестра моя. Все подключены, все Да. работают. То есть прям вот кто цветы делает, это кто-то из ваших родственников? Это я? А, вы? Вы, то есть, открыли и сами все делаете? Да. А не думаете там масштабироваться, там, не знаю, делать Я еще... хочу чем-нибудь другим начать заниматься. Я уже Другим бизнесом? В этой работе 20 лет примерно. Серьезно? А почему бы точки новые не открыть? Мы открывали, но мы закрыли, нас было 6. Вау, сейчас одна всего? Да. А почему так? Потому что одна приносит больше, чем 6. Серьезно? Да, и меньше... То есть хорошее место просто. Просто мы работаем с душой, с любовью. Я считаю, что это основополагающее. А любого другие дела. же точки не пошли?
Потому что люди не хотят работать, не хотят вкладываться. То есть у кого вы нанимаете, они Да. хотят вкладываться? Да. Может, зарплату просто нужно высокую давать? Все нормально было. А нормально была? Какие самые перспективные сферы в ближайшие 15 лет? Я вас не удивлю, да, что скажу, это действительно IT. Возможно, мне кажется, что-то с эзотерикой связано с духовностью. Сейчас всех так эта тема поглотила. Да. Мне кажется, что людям на самом деле не хватает тепла, любви и заботы. Вам так не кажется? А то, может быть, это только мне не хватает. Ну, возможно. Я, честно Мне говоря, не кажется, знаю. В России может быть такое-то. И так как все сейчас роботизировано становится, то наоборот, вот этого человеческого тепла, понимания будет не хватать, и это будет востребовано. Ну, лично я так считаю. А какие топ-3 качества успешных людей? Я считаю, что это дисциплина, и нужно заниматься тем делом, которое действительно тебе нравится. Это важно. Да, это очень важно. Ага. Какие мужчины нравятся? Обеспеченный. А обеспеченный сколько должен зарабатывать? Хотя бы миллион. Хотя бы миллион? Ну да. Офигеть, ну вы понимаете, что миллион зарабатывают в России, это может 1%. Да неправда. Всего. Посмотрите, почитайте. Я очень нормально. Очень много мужчин. Я делаю вопрос, я постоянно спрашиваю этот вопрос, но миллион мало кто зарабатывает, очень мало. Конечно, потому что зарабатывают люди больше, чем миллион. Ну, хорошее убеждение, хорошее, определенно. А, может, какие-то качества вам нравятся в мужчинах? Определенно. Щедрость. Щедрость? Хорошо, чтобы обеспечивал. Не, ну не знаю, меня не возбуждают мужчины, которые мало зарабатывают. Я ничего с этим То не есть могу это самое поделать. главное? Я лучше буду одна. Нет, Серьезно? это, конечно, не самое главное. Естественно, там, внимание, какая-то человечность, забота. Естественно, это все мне не чуждо. Но, может быть, конечно, так. У меня разные мужчины были, и те, которые не зарабатывают. Но они не очень были. Но я решила, что мне такой не нужен. Может быть, я ошибаюсь на данном этапе жизни. Ага. Но чего не хватает тут современным мужчинам, как считаете? Настойчивости. Настойчивости? Надо добиваться девушек, считаете? Или настойчивость? Настойчивости вообще во всем, добиваться своих целей, ну и девушек, естественно. Второй человек об этом говорит. Да? Да. Значит, это не... Причем, вы знаете, я об этом даже не думала, просто первая мысль, что пришла в голову, значит, это действительно так. Да, круто, спасибо вам большое. Все.